Воу! Привет! Многие уже наслышаны о игре от Biswap Squid NFT, но большинство до сих пор не знают или просто не понимают, как в нее правильно играть. Ввиду того, что в интернете нету внятного, не затянутого, визуально интересного и объясняющего все нюансы этой игры и видеоролика, я решил сделать такой видеоролик как для профи, так и для новичков, сделав его максимально полезным как для одних, так и для других. Также это видео участвует в конкурсе от Biswap YouTube Contest. Поэтому я буду вам безмерно благодарен за лайк, комментарий под этим видео. Блин, я реально старался сделать хороший контент. Вкратце, какие лайфхаки вы сегодня узнаете? Как выводить выигранные деньги без комиссий? Как уменьшить комиссию на транзакцию за продление контрактов, ну или на саму игру? Как сэкономить на покупке автобусов? А также я бесплатно предоставлю Excel-таблицу для ведения контроля и анализа Squid NFT. Поехали! Чтобы начать играть, вам потребуется кошелек, например, MetaMask, застейканные монеты в BSV и, конечно же, покупка самих игроков и автобусов. Как делается стейкинг? Все довольно просто. Переходим в меню Launch Pool, Stake BSV, нажимаем Approve, выбираем необходимое количество монет, которые мы хотим застейкать. Если впоследствии вы поймете, что вам требуется еще закинуть BSV, то просто нажмите плюс вот сюда и добьете столько, сколько требуется вам монет. Покупка персонажей и автобусов. Чтобы начать играть, есть два варианта. Первый — это сменить игроков и автобусы сразу на площадке. Каждый минт вам будет обходиться в $30, но сумма будет оплачиваться в токенах BSV при расчете на курс в данный момент. Сейчас минт игроков увеличен до 5000. В случае минта случайным образом вам могут выпасть игроки с 1 по 5 уровня с разным количеством энергии. Тут видна таблица выпадения каждого игрока в процентном соотношении. С большей долей вероятности вам выпадет игрок 1 и 2 уровня. Поэтому я бы рекомендовал вам покупать персонажи автобуса с маркетплейса. И это как раз второй вариант, чтобы начать играть в Squid NFT. Маркетплейсы. Сколько автобусов, какого уровня и сколько энергии должно быть у ваших персонажей. Все это зависит от того, какой у вас бюджет и в какие игры вы будете играть. Также с 11 января Biswap выкатил обновление. Теперь в течение 7 дней после минта NFT игроков вы не сможете торговать игроком на NFT маркетплейсе, а также переводить игрока на другой кошелек, что в принципе хорошо скажется на самой динамике игры. Игры. Сейчас доступно 7 игр, и у каждой игры есть минимальный порог входа, который измеряется в Squid Energy и застейканных монетах BSV. Также у каждой игры есть свой процент выигрыша. Чем выше уровень игры, тем ниже процент победы. Кстати, вы можете сыграть в одну игру несколько раз, если количество энергии вам, конечно, позволяет это сделать. Также хочу вас предостеречь. Возможны ситуации, при которой сама игра будет выбирать не тех игроков, которые вы планировали. Например, представим, вы хотите, чтобы именно эти два персонажа сыграли в игру на 800 SE. Надеяться на программу, из опыта скажу, не стоит. Лучше перевести этих игроков себе на другой счет. Создать счет очень просто. Счет, создать, easy. Когда игроки переведены, запускайте игру, в которой оставшиеся персонажи должны участвовать. И уже спустя минут 5-10 переводите старых игроков обратно. Так в будущем вам постоянно не придется заниматься переводами игроков. Главное, через следующие 48 часов успеть точно к времени, когда восстановится энергия первых игроков. А узнать это довольно просто, наведя вот сюда. На тот момент, когда я записывал видео, Biswap выкатил новость, что как раз на этот баг они запустят функцию, которая позволит вам выбирать определенных игроков на игры. Не знаю, как это будет реализовано, но это точно хорошая новость, о которой просила комьюнити. За это спасибо Biswap. Как увеличить SE? Переходим на сайт Biswap, в раздел Biswap Exchange. Прежде чем свапать, мы должны перейти в настройки. Что мы здесь должны знать? Чтобы получить максимальное количество SE или RB, мы должны потянуть этот ползунок влево и нажать Apply. Если мы передвинем ползунок вправо, то будем получать часть комиссии за свап BSV. Также не забываем, что RB и SE имеют свойство сгорания раз в неделю. Чтобы не забыть, когда вы это сделали, тут имеется график с датами, который подскажет, сколько времени еще осталось до сгорания. Также тут указан баланс в RB, ну или в SE. Перейдя в саму игру, вы также увидите это значение, что очень удобно. Нажимаем Swap и получаем необходимое количество SE. Сейчас я пропущу многочисленный этап свапа и сразу перейду в апгрейд игроков. Чтобы заапгрейдить персонажа, мы выбираем, собственно, его и вписываем необходимое количество SE. Нажимаем подтвердить и все. Покупка и продление контракта. На сегодняшний момент и до 31 января Biswap объявил цену игрового контракта для персонажа $1 за сутки. С 1 февраля будет подорожание на 20 центов. И так каждую неделю до
15 февраля. 15 февраля будет достигнута максимальная стоимость контракта за сутки $1,6. Также BitSwap дает 15% скидку для тех, кто берет контракт сразу на 60 дней и 5% скидку на 30 дней. Важно, вне зависимости какого уровня и сколько SE у вашего игрока, стоимость контракта одинакова, как для первого, так и для пятого уровня персонажа. Также рекомендую продлевать контракты игроков всех вместе, сразу за одну транзакцию. Тем самым мы меньше платим за комиссию. Лайфхаки. Первое. Сейчас я покажу, как платить меньше за транзакцию контракта. Нажимаем продлить контракт, заходим в Edit, меняем газ на 360 тысяч, подтвердить, и ваша транзакция будет пройдена. Этот же способ работает и на саму игру. Второе. Автобусы не имеют контрактов, поэтому их можно использовать несколько раз и в разных играх. То есть, вы можете завести несколько кошельков, счетов и на них отправлять эти же автобусы. Эта стратегия отлично подойдет для тех, кто заходит в игру с небольшим капиталом, ну или с компанией. Вы можете вместе купить пару других автобусов и передавать их друг другу во время игры. С игроками, естественно, так не получится. Третье. С самого начала вы сможете чеканить только 2 автобуса на одном аккаунте. Раз в 7 дней вам будет даваться возможность отчеканить дополнительный автобус. Максимальное количество автобусов на кошелек 5. Обязательно учитывайте это при изначальном инвестировании. Не забываем, что это не просто игра, а финансовая, поэтому процесс учета, анализа и контроля обязательно здесь нужен. Иначе вы будете не настолько эффективны, насколько можете себе это позволить. Поэтому для вас я подготовил простенькую, но достаточно удобную таблицу для ведения всех этих дел. Небольшой гайд по таблице. Есть колонки, которые автоматически считают, а есть, которые мы вписываем вручную. Колонка с курсом, естественно, меняем вручную. Прибыль рассчитывается сразу в BUSD. Здесь у нас общие доходы и расходы по данному счету аккаунту. Считается автоматически. Здесь у нас список NFT игроков. Тут у нас количество энергии на данный момент и максимально сколько можете получить, если засвапаете. Эта колонка как раз для ведения самой игры. Тут игры, в которые вы планируете играть. Если вы победили, то ставим цифру 1, и он сразу окрашивается в зеленый цвет. Здесь учитывается максимальное количество выигранных игр. Тут вписывайте количество выигранных BSV, обязательно через запятую, не через точку, иначе Excel выдаст ошибку. Все расходы учитывают траты за комиссию и трату на продление контрактов, что чуть правее колонка. Тут вы можете ставить, когда вы продлили, то есть дату, сумму в BSV и на какой период. Эта таблица отлично подойдет для тех, у кого несколько аккаунтов, потому что вы можете сразу видеть общий доход и расход. Ну, в данном случае прибыль в BUSD. Ну что, на этом все, ребят. Спасибо вам большое за то, что досмотрели до конца. Накидайте мне, пожалуйста, обратки, чтобы я понял, насколько вам это было интересно. Возможно, если действительно все так классно и круто, то я буду продолжать и про другие проекты рассказывать. И, может быть, действительно стану полноценным блогером в криптомире. Возможно. А возможно и нет. Все зависит от вас. Посмотрим. Пока.